Что, поехали, да? Загрузился я рыбой, загрузился, и сейчас я выезжаю в сторону Юнкердаля, а нахожусь я возле паромной переправы Богнес. Немножко тут в сторону я на дорогу уехал. И здесь, конечно, выезд такой крутой, не асфальтированный. Ну, зимой ребята выскакивают вроде бы сходу. Ну и такая же загрузка в яме была, рампа точнее. Ну и здесь вот расстояние тут проехать сколько, я не знаю. Пару километров там, да, около 3 километров, 4 проехать по такой дорожке нам. Я выезжал с разгрузкой, потому что по песку гребет машина. Из-под рампы также выезжал с разгрузкой. Ну а, собственно, речь у нас сегодня в этом видео пойдет о дорожных штрафах. И, конечно же, мы разберем, что же у нас происходит с грузовиками. Значит, транспортный контроль как работает, штрафы за перегрузы, штрафы скоростные, штрафы за, конечно же, крепление груза. И мои личные примеры, которые были у меня. Получаю инструкции от диспетчера, смотрю, у меня никого на этой дороге нету, поэтому я могу немножко постоять. Штрафы у нас актуальные на момент 2025 года, но сразу вас предупреждаю, будут у нас небольшие тут где-то плюс, где-то минус, потому что и поправки вноситься могут в любое время. Поэтому на 100% эта информация не верна, но она верна на процентов 85. То есть вам хотя бы это как банальный пример, на что стоит в случае чего вам рассчитывать. Как мы с ним разъехались чудом. Действительно чудом. Так, ну надеюсь, больше здесь сюрпризов до выезда на шестерку у нас не будет. Спокойно доехать. Здесь небольшие кармашки такие имеются. Для, в случае чего, сдать назад, ну и разъехаться. В зоне ограничение 30 км в час, превышение на 5 км в час это 1200 крон. На 10 км в час уже от 3250 крон. На 20 км в час от 8400 крон и лишение прав. Также в Норвегии начисляются баллы для тех, у кого норвежские права. В зоне скоростного режима 80, превышение на 10 км в час от 3250 крон, на 20 км в час от 8400 крон и на 36 км и более от 13 тысяч крон, плюс лишение и еще даже возможно тюремное заключение, особенно при повторном нарушении. Имейте в виду, что это ориентировочные цены на 2025 год, они могут меняться в любое время. Следующий пункт – вождение в нетрезвом виде. И здесь у нас в Норвегии это ненавидят, можно даже так выразиться. И допуск 0,2 промилле, что практически является нулем. Ну, кефир, квас можете как бы употреблять без проблем. Выезжаю я на шестерочку. И все, теперь у нас впереди дорога до Фауски, до Юнкердаля, через корявые туннели. И хорошо, когда там грузовички приостанавливаются, а они летят на всей скорости. Ну и посмотрим, повезет ли мне в 2 туннелях, в которых ширина 4,9. И какие же вас ждут последствия за езду в нетрезвом виде? Сразу скажу, что максимальное, что вас может ждать, это для иностранцев лишение прав и депортация. Хочу сразу предупредить всех иностранцев, что, ну, точнее, кто сюда приезжает, такие как я, да, на польском грузовике с белорусскими правами, что к нам применяется точно такая же мера наказания, как и к норвегам. Никто вас тут смотреть на вас, откуда вы, что вы, не будет. Но здесь есть такая поправочка, что в некоторых случаях к вам будет применяться более строгая мера. И почему? Потому что к вам не применяются в целом баллы, на ваш средний доход не смотрят, так как доход у вас не в Норвегии. И поэтому в большинстве случаев вам будут выписывать такой средний штраф. То есть не максимальный, не минимальный, но средний. Но и ко всему к этому, это именно по ПДД то, что идет. То есть я говорил в предыдущем видео, что по грузовику
за какие-то, за нарушение РТО, там может это суммироваться, где-то прощаться, упрощаться, это совсем не та тема. Я именно говорю конкретно про нарушение, то, что связано с ПДД. Вот, все, что связано на дороге. И также для грузовиков с креплением груза, с перевесом, все эти дела жестко наказываются. Также за резину и за цепи, естественно. Так что в целом штрафа за езду пьяным за рулем его нету. Есть сразу лишение прав от года до пожизненного и тюремное заключение для иностранцев, депортация. Погода, конечно, мерзкая. Ну, ничего не сделать. Все дни сейчас такая, 3 дня тут стоит такая погода уже. На перевалах снег где-то идет периодически. Но он такой, как бы идет мокрый, быстро тает. Серьезной угрозы не предоставляет. Даже идешь по перевалу 0, температура, то тут не пахнет никаким гололедом. В отличие от той ситуации, когда было в ноябре, когда у тебя плюс 7 и у тебя гололед. Вообще я просто не понимаю, что происходит. Следующий пункт – неправильная парковка. Как для легковых, так и для грузовых. Штраф от 900 крон и выше, в зависимости, в каком это месте было сделано и так далее. То есть, например, в Осло, если вы где-то станете, я думаю, под знак, тем более на грузовой, под знак «запрещено стоять», вам выпишут штраф больше, чем вы будете стоять в Альте под каким-нибудь похожим знаком. Ну и, соответственно, еще не стоит списывать со счетов, если вашу машину заберут на эвакуаторе, это относится к легковым, вы дополнительно, соответственно, оплатите все услуги эвакуатора и платной стоянки. Проезд на красный свет вас приведет к штрафу в 5200 крон. Также под знак «Обгон запрещено» за такое нарушение получите штраф тоже в 5200 крон. Это на бумажке. На практике может тоже это немножко отличаться. Не стоит это списывать со счетов. Так, что мне, как мне включить дворники? И так плохо, и это плохо. Ну и добавлю, что в Норвегии действует такая система, как чем хуже у вас нарушение, тем у вас начинает больше и больше расти этот штраф. То есть там в двойном размере, потом в четверном, потом там в десятерном, там, например, образно говоря, да, то есть каких-то ровных пропорций у вас там не будет, что там вот 1000, тут 2, тут 4, нет, будет 1000, 5000, там 20 тысяч, там, типа что-то в этом роде. Ну и также сразу там лишение, арест и под жопу дали из страны. Штраф в Норвегии за непристегнутый ремень 1700 крон. Выписывается на каждого человека в машине. Должны быть пристегнуты как водитель, так и пассажиры передние, так и задние. Кстати, если вы сбили дикое животное или же видите, что требуется помощь животному, то вы обязаны вызвать полицию. В Норвегии наказывается, если вы сбили животное и не сообщили об этом. Тем более для водителей, отдельных водителей, не надо сбитую тушу животного ложить себе в палетник. На каждом олене, лосе и так далее есть чип. Еще несколько немаловажных штрафов, за которые вы получите гарантированное вознаграждение. Нарушение правил перевозки детей вы получите 3500 кроны до 15 лет. То есть, я так понимаю, когда я искал информацию, что дети до 15 лет должны ездить в специальном кресле, ну, это, конечно, диковато как-то даже, если честно. Но как есть. Нарушение требований дорожных знаков, например, таких как въезд воспрещен или типа того, 8400 крон. Здесь поправочку еще скажу. Я вам говорил, что проезд на красный свет 5000 чем-то. Нет, уже увеличены штрафы в 2 раза. Я так понимаю, это ко многим штрафам относится. 10450 крон вам выпишут за проезд на красный свет. То есть 1000 евро, да? За что вы еще можете получить 1000 евро сходу? Это за не уступили вы дорогу кому-то и за несоблюдение дистанции. Также 1000 евро. И быстро еще вам пробегусь по скоростям.
чтобы было понятие. При ограничении 70 это очень частый знак в Норвегии, 70 км в час. До 5 километров сверх, если у вас, то 1150 крон. Но на практике редко когда выписывают такой штраф. Более интересно, это 6 до 10 км в час, когда у вас превышение, 3150 крон. С 11 до 15 км в час 5050. С 16 до 20 7000. С 21 до 25 9500. С 26 до 30 12 700. И, соответственно, с 31 и выше это от 15 тысяч крон с лишением прав и с депортацией. Переходим мы с вами к грузовикам. Какие у нас могут быть нарушения, за что может быть депортация. И я вам приведу, собственно, примеры мои. И вот один пример с депортацией интересно вам тоже также расскажу. Начну, наверное, я с него. То есть давайте в целом, точнее, начнем. Да, ладно, начну я по порядку. Ситуация какая была с коллегой. Правда, это был у нас 2018 год. Значит, коллега проехал, знаки загорелись, транспортный контроль, и он их проехал. Не заметил каким-то образом и проехал дальше. Его догнали и наказали штрафом в виде 1500 евро. То есть это у нас... Ну, 1500 евро, все поняли, ничего тут дальше переводить. И дали срок там на какой-то, значит, уплатить этот штраф. Его также останавливают там буквально через месяц, штраф был не уплачен. И ему выписали еще один штраф, и его депортировали сразу же из того места, где его и остановили. На какой срок? Вроде бы что-то в районе года ему дали депортацию. По поводу депортации. Депортация у вас тоже может быть двух видов. Либо конкретно норвежская депортация, либо самое худшее, это когда у вас депортация из всего Шенгена, так как Норвегия входит в Шенген-зону. Но на практике зачастую вам дают депортацию из Норвегии. По поводу лишения прав, если вас лишают прав, можете ли вы дома восстановить права? Честно говоря, не знаю об этом ничего, и случаев таких с моими там коллегами я тоже не знаю. По поводу штрафов, все штрафы, да, наверное, немножко я забежал вперед. Какого рода вам могут штрафы выписываться? Штраф вам может выписываться на месте. Штраф вам может выписываться, типа, оплатить нужно в будущем. То есть здесь все зависит от самого штрафа, то есть насколько он был злостный, этот штраф и так далее, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Ретардер у меня вообще не хочет работать, поэтому мы едем в сервис в Польшу. С рыбой я загрузился, кстати, да, на Польшу. Там у меня очень много дел. И самое важное дело, ко мне уже приехали чехлы с коврами. Они уже ждут меня на базе. Напомню, что чехлы я заказывал специально по индивидуальному заказу. Мы с менеджером очень долго создавали как чехлы, так и ковры. Заказывал я на Пегасе. Почему я выбрал Пегас? Потому что очень хорошие отзывы. И самое главное, 3D ихний принтер, который детально сканирует каждый угол тягача. То есть ковры с чехлами должны лечь идеально. И плюс высокое качество материалов. Я же себе заказал самого высокого качества, поэтому я уже с нетерпением жду просто, чтобы их уложить. И устелить и уложить. Значит, контакты их будут в описании. И кто будет заказывать у них чехлы или ковры, по кодовому слову от Федора вы получите гарантированный подарок. Поэтому переходите, ознакомьтесь с продукцией, задавайте все вам нужные вопросы менеджеру. Они на все ответят, команда работает профессионалов. Говорю на своем опыте, как я заказывал. Штрафы вам может выписывать как полиция, так и транспортный контроль, он же Вегвесен, так? И у меня была ситуация. Первый день меня останавливают, в Фауске это было дело.
Кто следит за моим каналом, в курсе всех дел, поэтому кто еще не подписан, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы вы не пропускали эти видео и не теряли из вида. YouTube любит отписывать людей, YouTube любит менять способ рекомендации видео, поэтому если вы подписаны, вы уж точно не потеряете связь с моим контентом. И вот, меня останавливают в Фауске, у меня то работал, то не работал стоп-сигнал. То есть при проверке утром с пульта, выходя, он у меня работал. Я еду, естественно, день, я не вижу нигде, когда я торможу, горит он у меня или не горит. Я не могу это увидеть на ходу. Машина мне ошибки никакие не выдавала. Меня берут на контроль и мне говорят, у тебя не работает. Я говорю, хорошо. Я пошел, перенем, пультом нажимаю, у меня заработало. Хорошо. Мне выписали протокол осмотра. Я так, особо, не написано никакого ни штрафа, ничего. Все, в общем, отпустили, я поехал. На следующий день меня также сводят на контроль те же самые транспортники. Хоть это был другой транспортный пункт, но это были те же самые транспортники. И опять у меня при проверке, при нажатии на педаль у меня не работает стоп-сигнал. И что они делают? Меня оставляют на стоянке, у себя они, до момента, пока я не исправлю эту проблему. Я это дело исправляю. Все, нашел, разобрался, что там к чему. Горят 100%. И от нажатия на тормоз, и с пульта также. Показываю, все, да, все хорошо. Дают мне протоколы осмотра, проверки, смс-ка мне пришла. Тоже штрафа никакого не было написано. Но там, возможно, где-то был пунктик такой, что, возможно, типа, дальнейшие какие-то еще, может, последствия. Не знаю, в общем. Я на тот момент как бы не видел сумм, мне об этом ничего не говорилось. Я тоже на это внимания никакого не обращал. И я уехал дальше. И затем мне спустя сколько? 2, наверное, месяца, да? Мне домой приходит письмо от норвежской полиции уже. Не в Эгвессен, а от полиции. То есть в Эгвессен передал дело в полицию. И полиция уже вынесла такое решение, что мне штраф за то, что у меня были неисправные стоп-сигналы, за повторное нарушение у меня уже было, либо 6 тысяч крон, либо тюремный срок 6 дней. Как-то так. Это было написано. Кстати, да, письмо мне пришло на белорусском языке, то есть с переводом. Он такой корявенький где-то местами был, но в целом сойдет, так сказать. И то есть с этим письмом мне пришел бланк, на который я должен был ответить. То есть либо я согласен с этим штрафом и с этим приговором, либо я не согласен. И, соответственно, я написал письмо, мама написала дома письмо на белорусском языке, что я не согласен с этим штрафом. Я написал причины, почему я с ним не согласен, и выслал это в полицию. По адресу, который был указан, полиция, отдел в Фауске. И все. Мне потом пришло домой письмо, еще одно спустя месяц там или 2, в котором было указано, что с меня сняты все обвинения, и т.д. и т.п. Все, спасибо за сотрудничество. Вот вам такой пример. То есть было 600 евро или тюремный срок, стало ничего. Вот я уже сбился вообще, о чем я говорил, где и как. Викинг уже стал на прикол летний. Хамарой, Скания. Регион Хамарой. Грузовикам еще момент такой идет, что зачастую, если у вас что-то неисправное, как я уже пример свой привел, вам могут дать запрет на движение. Но к этому мы немножко вернемся позже, а я продолжу по порядку. Теперь переходим к специфике грузовых перевозок. Здесь контроль еще строже, и суммы штрафов для коммерческого транспорта могут быть астрономическими. Итак, превышение допустимого веса, он же перегруз у нас, да? Неправильное крепление груза, резина, цепи. Основные моменты, на которые вам стоит уделять всегда внимание, и за которые вас будут наказывать. Также
еще одно из важных правил Норвегии – каботаж. Каботаж у нас мы можем делать 3 перевозки после выгрузки в стране пребывания. Мы можем сделать 3 перевозки. 3-я перевозка у нас должна идти международная, то есть из этой страны. С момента приезда и разгрузки в стране вы имеете право находиться 7 дней. То есть вы должны исполнить эти каботажные перевозки в течение 7 дней с последней разгрузки в этой стране. Международные разгрузки в этой стране. Там штрафы, точные цены я не нашел. За каботаж в основном уже там идет конкретно, собирают букеты, на фирму выставляются, там и 20, 30, 50 тысяч евро, 100 тысяч евро, в зависимости от того, насколько фирма исполняет. В единичных каких-то случаях за превышение дней выписывалось 1500 евро. Такой вот штраф был, да. То есть за каботажные перевозки даже могут вас конфисковать ваше транспортное средство. Поэтому нужно быть к этому тоже готовы и лучше не нарушать. Ну, каботажом занимаются крупные компании. Гертека постоянная в новостях, там в Лантана все знают эти громкие скандалы. Также там и Лотос Балтик, то есть Литва, да, у нас в большинстве случаев что-то там исполняла. Крейс тоже периодически там попадался на каботаже, но в меньшем как бы случае. Ну, Гертека, наверное, самый частый клиент был с этим. И также с момента должно пройти 3 дня до возврата обратно в Норвегию. Еще есть вот такой пунктик. Это уже по новому нашему пакету мобильности. Разберем штрафы за перегруз и моя ситуация, которая у меня была. Начну с нее. Перегруз у меня был на двухосном тягаче на 600 килограмм на переднюю ось. Допустимая нагрузка была 7,5 тонн. У меня же на весах было 8100. По поводу нагрузки на переднюю ось информация берется от вашего тягача с таблички, которая у вас наклеена на дверке. Или где там, в каких тягачах, я не знаю. В Скане она на дверке. Там написана нагрузка на переднюю ось. Собственно, у меня и было написано 7500. Поэтому мне выписали штраф в 250 евро на тот год. Это год у нас был 2022. Стоило за 600 килограмм. И запрет на дальнейшее движение. Мне нужно было это исправить и еще раз у них взвеситься и потом уехать. Но ко всему к этому документы мне они отдали. То есть я спокойно мог уехать. Но, естественно, далеко ли ты уедешь? Да, если вы там как гастролеры заскочили, выгрузились, и потом там в следующий раз вы вернете через 2 года в эту Норвегию, то может у вас такое прокатит. Когда вы работаете постоянно, у вас такое не прокатит. Машина попадает в базу, и я думаю, так как ехать мне было дальше еще далеко по Норвегии, следующий транспортный пункт бы меня бы уже принял бы. И я сам не фанат исполнять такое. Значит, что мы сделали? Ко мне приехал мой коллега с моей компании, работал я тогда в Херентесе. Видео есть, кстати, на канале. Да, об этом видео есть на канале, я его добавлю в описание. Кому интересно, посмотрите, но я вам вкратце расскажу, что мы перегрузили доски спереди, загрузили их назад прицепа, одну пачку как смогли, да. И я попробовал проехать по весам, все равно что-то получалось у меня там 7900, что-то в этом роде. В общем, мы приняли решение с диспетчером совместно перецепить и попробовать, чтобы Volvo проехала по весам. И Volvo проехала с запасом по весам. Оказалось, Volvo легче Scania. Вот так. Да, штраф, естественно, оплачивала компания, потому что этот прицеп я не грузил. Я ничего с этим не мог поделать, поэтому штраф полностью оплачивала компания. Основные принципы начисления штрафов за перегруз по осям в Норвегии. Это прогрессивная шкала. Чем больше у вас перегруз, тем выше штраф. Штрафы часто рассчитываются на основе процента перегруза или за каждый килограмм сверхдопустимой нормы. Допуск по перегрузу в Норвегии примерно составляет 500 килограмм. То есть, например, у вас превышение на 500, вам могут это как бы
засчитать. Главное вообще в целом вам не выходить за рамки общего веса. Общий вес Норвегии это 50 у нас тонн. Ну, если у вас там где-то на какой-то оси 500 килограмм не спляшет, то вас могут простить. Но могут и нет. Все зависит от транспортника. Но если у вас уже будет на 600 килограмм, то, естественно, никаких там допусков уже не будет. Вам выписывают за 600 килограмм, как это было сделано и мне. И то есть с весом это уже 100% вам в любой ситуации всегда будет запрет на движение. Вторая ситуация со мной, которая была. Ребят, я искал информацию, где-то я видео, наверное, об этом рассказывал. Но я забыл, насколько у меня было там превышение. У меня было там 20, даже нет, наверное, все-таки было тонна 200 или что-то в этом роде. Вот, у меня было, потому что 25, значит, с чем-то на прицепе вес. И, соответственно, тоже нужно было это дело перегружать. Нашли трактора мы какого-то, рядом был еще коллега, которого взяли с перегрузом. Боссы нашли трактора, приехал трактор, мужичок с местной фермы, и мне перегрузил. Я ему сказал, как мне поставить, прикинул, проехался по весам, еще немножко там подвигал, короче, танцы с бубнами. И затем я четенько прошел по весам 23 700 я проехал по весам. То есть я груз просто наверх поставил, там бобины такие вез, просто поставил их наверх. Но во второй ситуации документы у меня тогда изъяли. И то есть мне перегрузили груз, я проехался еще раз по весам. И все, сказали, да, все хорошо, вот, пожалуйста, оплатите, распишитесь, оплатите на месте тоже. Мне нужно было оплатить это на месте. Как, кстати, в первом случае за перегруз, мне также нужно было это оплатить на месте. То есть во втором случае штраф частично я оплачивал. В процентном соотношении 60% оплатил работодатель, 40% оплатил я. Потому что я сообщал об этой проблеме. В целом можно было настаивать на том, чтобы вообще на меня ничего не вешали. Но это немножко другая история. Мы потом к ней еще вернемся когда-нибудь. Вот. Я думаю, многие догадались, о чем идет речь. Но, в общем, все равно они там 60% заплатили этого штрафа. Я вам назову сейчас примерные вот штрафы, которые превышают порог этих 500 килограмм. И, например, от 500, если у вас превышение от 500 килограмм до 2000 килограмм, на одну ось штраф будет составлять несколько тысяч крон. А вот перегруз уже свыше 2 тонн, и начинаются цены от 10 тысяч крон и выше. Дальше уже все будет по процентам, там считаются проценты, какие у вас оси, какой у вас тягач, двухосник у вас, трехосник у вас, какие у вас расстояния между осями и так далее, и так далее. И то есть, если у вас уже каждая ось будет перегружена, то есть вы можете штрафы там получать, ну, просто космические, вплоть и до 10 тысяч евро, то есть, ну, кто на что гораст, то есть, ну, я понимаю, что иногда уже выше головы не прыгнешь, у вас в некоторых случаях, если загрузить свыше нормы, то у вас тягач просто не поедет. Ну, а так, в целом, вот если у вас там на 4 каких-нибудь тонны будет превышение, в среднем, да, там возьмем все оси, на каждую ось, точнее, больше, где-то если на какую-то одну ось, будет вам меньше штраф. А вот если на каждую ось у вас там будет по 2 тонны, на каждую ось не плясать, то все, просто бросайте ключи, просто бегите с паспортом, едьте домой, потому что штраф вам влепят капитальный. Поэтому аккуратнее надо с этим быть, всегда перепроверять. На весах, на контрольных весах, перегружаться. То есть, вот, например, кстати, да, я уже потом в следующий раз, когда поехал на эту загрузку, за которую мне вышел штраф, я уже такой говорю, стопэ. Один убираем, едем на контрольные весы. А первый раз, когда это было, они мне сказали, они у них не работают. Вот еще, да, был такой момент. Но они у них заработали. Я объяснил грузчику, что был другой грузчик, лояльный, адекватный. Он говорит, хорошо. Я приезжаю на весы и говорю, еще один давайте. Еще один ставим. Я говорю, хорошо, давайте попробуем, чтобы все загрузить, которое мне дали, там сколько надо было их загрузить, не помню, 23 штуки или сколько там этих херовин. Я говорю, наверх поставишь? Он говорит, поставлю.
Один мне говорил, я не поставлю ни в коем случае, другой, да, давай, вот прям уже на весах мы стояли, я говорю, вот на весах, я говорю, если мы сюда сейчас еще один поставим, то в целом у меня получится хорошо. Он, да, хорошо, я сейчас привезу. Может, дело шло к концу рабочего дня, и он решил от меня просто избавиться, что доставь ты куда хочешь, да едь только отсюда, типа, может быть так. Но мне поставили там, где я все сказал, и я выехал. И затем я еще выехал с фирмы, и сразу там недалеко был пункт контроля ВГВСов. К счастью, они не работали. Ну, как к счастью, не то, что к счастью, мне это по барабану. Я выехал с фирмы, сразу заехал на этот ВГВС, посмотрел свои оси, да, у меня все хорошо, и уже дальше поехал спокойно себе в Швецию. Нагрузки по осям одинаковые, что в Швеции, что в Норвегии. И вот я вам немножко такой еще пример приведу, чтобы вы понимали по расчету. То есть, например, мы имеем ведущую ось, у нас нагрузка 11500. Перегруз у нас 1,5 тонны. То есть получаем мы 13 тонн. Штраф может рассчитываться по более высокой ставке. Например, первые 500 килограмм по одной ставке, а последующие тонна по значительно более высокой. И поэтому ваш штраф выходит где-то примерно от 5000 до 10 тысяч норвежских крон. То есть в переводе, да, ну сейчас это меньше курс, от 450 до 900 евро за 1,5 тонны. Ну и соответственно, если у вас превышение идет уже на 2,5 тонны, то штраф у вас может быть от 15 до 20 тысяч норвежских крон. Хотите более точную информацию перед въездом в Норвегию? Заходите на сайт ВГВС только в компьютерную версию. И там ищите, и вы найдете информацию актуальную на год, на тот, который вы ищете. Следующий важный пункт – штраф за неправильное крепление груза. Также транспортники норвежские очень серьезно к этому относятся. Есть несколько мер наказаний. И точно так же вы все это должны устранять в случае чего. Например, со мной такой же был пример. Мы ехали 3 машинами, грузили одинаковый груз, одинаковый вес, ехали в ту же самую точку разгрузки. Везли мы 3 бобины по 9 тонн каждая. Крепились мы специальными цепями. То есть вес наш был по 27 тонн каждого груза. Крепились специальными цепями. Каждая бобина крепилась 2 цепями. То есть у нас было 6 цепей. Ну, то есть как на погрузке в целом нам сказали сделать, мы это так и сделали. Нас останавливают транспортники в Бергене. Мы открываем прицепы. И он походил такой... плюс ко всему бобины еще были подбиты брусками, естественно, с обеих сторон. Он походил. Все, все в допуске, но он такой, рекомендовано, типа, сделайте это сейчас. Киньте еще от ремни, показал нам так, каждому, типа. И все, типа, и едьте. Ну, то есть, просто это все на словах. Мы кинули дополнительно ремни и отправились дальше, без всяких там штрафа, предупреждений. То есть, просто это было вот дополнительная такая мера безопасности от транспортника. Также, да, у меня еще был моментик в Херентесе. Тоже я это на канале рассказывал. Меня остановили транспортники. Также я груз этот не грузил, я прицеп брал в порту. Было расстояние между загрузок досок, что-то там. И что-то там еще было. У меня висел трос на замке седла. И все, да. 2 вот этих моментика. И, в общем, мне также дали устранить. Нужно было дополнительно кинуть 2 ремня на груз. То есть груз был закреплен, только вот был промежуток. Мне нужно было кинуть 2 ремня и, естественно, убрать этот тросик. Я это все сделал, пришел транспортник, проверил ремни, проверил все. Без всяких санкций я был отпущен и уехал довольный. Основные моменты по штрафам за неправильное крепление груза. Оценка нарушения, то есть.
Степень нарушения и, соответственно, размер штрафа будут зависеть от того, насколько серьезной была ошибка в креплении и какой риск она создала, учитывая, то есть, и вес, и тип груза, и габариты, и способ, соответственно, крепления. Также запрет, как я и говорил, на дальнейшее движение до устранения. В случае, если неправильно закрепленный груз стал причиной ДТП с пострадавшими, то водителю грозит уголовный срок. Ориентировочные размеры штрафов, менее серьезное нарушение, если инспектор посчитает, что крепление недостаточное, оно не создает немедленной какой-то угрозы, штраф может начинаться от нескольких тысяч крон, например, от 6 до 12 тысяч крон. Так, а мы в городке, в котором стояночка, есть также паркинг для грузовика, магазин Рема. Я здесь стоял, тоже как-то делал обзоры. Много видео у меня на канале уже по всем маршрутам. Мы продолжим про цены. Если инспектор посчитает, что у вас серьезное нарушение, которое угрожает, вот прям вот у вас что-то там должно сейчас вывалиться где-то куда-то на дорогу, то уже штраф может быть от 15 тысяч крон до 30 тысяч крон и более, особенно если речь идет о тяжелых или опасных грузах. Точно так же в случае повторных нарушений водителя могут лишить прав. И депортация, соответственно. В целом, накопительная система работает четко. Если у вас большое количество штрафов и какие-то повторяются, например, вас 3 раза возьмут с перевесом подряд, там в течение месяца, да, там в течение, ну, я вот тут точно не могу сказать, за какой период, то есть огромная вероятность, что вам влупят депорт. Да, небольшой, то могут на 3 месяца, могут на полгода, могут на год. Да, кстати, за ремни должны быть все с бирками. Ремни должны быть целые, как и замки. Точно так же, с бирками и целые. Никаких надрывов, там, порезов, растрепанности этого не должно быть. Норвеги также учитывают при расчете, сколько вам нужно ремней. Они учитывают все. Они учитывают нагрузку. Нагрузку на бока, нагрузку на стенку, на сколько рассчитан ремень и так далее. Меры, конечно же, не такие, как в Германии. То есть немножко в Норвегии с этим делом попроще на самом деле. И вам в изотермах вам практически ничего не нужно крепить. Все, что в один ряд стоит в изотерме, это не крепится вообще. То есть я про что говорю? Про прицепы, например, Экери, да, с которым я до этого работал. Я транспортнику конкретно задавал вопрос. Он говорит, нет, это стандартная у тебя изотерма. По всем здесь все соблюдено, все эти крепежи специально сделаны так, чтобы выдерживать любую нагрузку, как и обычная изотерма, как в данный момент у меня обычный рефрижератор, да, без боковых стенок. Вот и все. Он говорит, да, когда второй ряд, то желательно ремешки, конечно же. Ну и, конечно же, мы пришли к оставшимся 2 пунктам, за что вы можете получить штраф, особенно в зимнее время. Это, конечно же, цепи и зимняя резина. Итак, штраф за шину, установленную либо с маленьким миллиметражом или вообще не соответствующая зимнему режиму, будет составлять 2000 крон за одно колесо. По цепям, если у вас отсутствует, либо у вас она порвана, штраф будет составлять 1500 крон. За цепи, если у вас будет отсутствовать цепь, либо же она повреждена, штраф будет 1200 крон. Также ситуация была у меня с колесами, которая обошлась только предупреждением. Ну, как предупреждением? Расскажу вам, как это все было. Значит, миллиметраж был в порядке. Резина соответствовала всему, но было одно но. Прицеп стоял очень долго, и я перед тем, как его взять, мне, честно говоря, в голову это не пришло, чтобы залезть под него. А там под него, когда залезешь, то видишь повреждения покрышек. Были трещины, и очень большие трещины уже на покрышках. Меня остановили в Элверуме.
Мне на это все указали, все показали, спустился, ну, уже я был в боксе, я спустился в яму, мне это все показали. Мне вначале хотели дать запрет на движение, но дали мне движение до ближайшего паркинга, либо до сервиса в радиусе Элви-Рума. Штраф мне никакой никто не выписал, но мне сказали поменять колеса. 2 колеса нужно было под замену. То есть от старости. Там трещины были от старости, а не от повреждений. Поэтому, может быть, мне штраф и не выписался. Я не знаю, то есть, как они это все там считали, учитывали, без понятия. Штраф я никакой не получил, но мне сказали поменять 2 колеса, и мне запрещено ехать дальше там 20 километров радиуса. Но, естественно, я поехал за этот радиус на стоянку, где поменял одно колесо сам и выехал из Норвегии. Ну, естественно, это все согласовывалось с компанией. Работал я в Херентесе. Ну, а дальнейшие истории также. Там есть у меня цепь этих видео с Херентеса, довольно-таки интересных, что там происходило далее. Это был мой последний рейс перед увольнением. Очень он был интересный. Я вам добавлю эти ссылочки также в описании. Кому интересно, посмотрите. С небольшую поправочку еще внесу, что 2000 крон за шину это для обычных грузовиков, а для тех, у кого полуприцеп, 1500 крон. Так пишет, это взята информация у меня. И, кстати, в большинстве вся информация, которая в этом видео, это с сайта Вегвеса. И то есть, если вы получаете штраф за цепи, вы получите... Нет у вас всех цепей, 7 цепей нету, вот умножайте, 1200 умножим на 7. Также по покрышкам, если все у вас в негодности, сами считайте, что получится. Но если у вас, опять-таки, все будут в негодности, я более чем уверен, вас оставят на территории транспортного пункта, изымут документы и скажут это устранять. То есть вы в Норвегии, вам нужно вызывать службу, которая вам поменяет колеса. Цена, какая там будет за норвежские колеса, вы сами можете представить. И за замену, в целом, за все эти услуги. Ну, здесь, конечно, это уже... Вы должны сами понимать, куда вы едете. Да, если там в лето вы там на лысой резине едете, ну, ваше дело личное, конечно же, да. Но зимой, если вы въезжаете на говнорезине, как я ее называю, ну, то у вас, наверное, просто нет головы, реально. Я же отказался однажды даже, мне поставили резину. Да, мне поставили резину, там снежинка была, там горка была, все дела. Но я понимал, что это не для зимы. Это дубовая каменная резина, которая не едет никуда, мультивой 3D. Я сказал, что я не поеду на ней в горы. Ну и дальнейшее было увольнение. Это было гидлита. Ну, это как бы начальная стадия была, что мне поставили резину плохую, я отказался. Затем мне вообще дали говнотягач, который непригоден был к движению в Норвегии в целом. Какую бы на него резину не поставили. Вот. Так, вижу, вот я впереди машинку там, где-то из-за елок она должна выехать. Ну, здесь дорога более-менее как бы нормальная. Ну, хотя не очень такая. Как раз был такой немножко на повороте стрёмный участок. Ну что, друзья, основные моменты я вам рассказал, да? Вес. Здорово. Вес, колеса, цепи, скорость, обгон, светофор, крепление груза. Что еще? Режим труда и отдыха, я говорю, это отдельная тема, я не раз про него говорил, здесь более все лояльно. Ну, немножко добавлю, что здесь тоже работает система накопления. За какие-то маленькие нарушения, одноразовые, единоразовые, там, да, за месяц, за полгода, это никто вам может не сказать ничего. Но если вы нарушаете часто, то штрафы вам в итоге могут собрать. Опять-таки пример, да, сейчас же увеличили, до 56 дней вас могут проверить, да, вот за 56 дней возьмут вам, насобирают такую кучку. Как было коллеге, когда еще было за 28 дней, ему за 28 дней насобирали, чернил он там конкретно, и ему выписали на 1500 евро штраф в сумме. Просто и то это взяли они, и то лояльно это сделали, они взяли ему по минимуму, самые все там штрафики отобрали по одному. То есть у него было повторных там 3, например, там с превышением там суточной езды, например, да. Они брали только один штраф. Там превышение
90 часов езды, там тоже, например, там 2 было, они брали там 1 только, понимаете, только, ну, насколько, то есть, лояльные. Ну, 1500 в сумме они ему смогли насобирать, это по минималкам они ему дали и отправили. Вот. Да, в его случае, кстати, его не задерживали, его отпустили. Штраф потом пришел ему домой. За телефон в руке новый штраф, там что-то тоже сейчас в районе 1000 евро выписывают штраф. Я пока еще никого не встречал из своих знакомых, кто здесь работает, чтобы кто-то за это получил штраф. Так что пока что информации никакой по этому поводу нету. Что, друзья, пишите свой опыт. Свои штрафы, точнее, пишите в Норвегии, которые у вас были, на какие суммы. Может, кстати, кто ловил викинги, напишите, какие суммы были викингов. Как бы викинги я не брал сегодня в расчет, ну, здесь это не штраф, это совсем другая тема, абсолютно даже другая тема. Может быть, когда-нибудь мне удастся заснять интервью с водителем викинга, пообщаться, спросить про расценки примерные какие. Это будет более интересно, чем я сейчас вам тут какой-то чуши наговорю. И все, друзья, с вами был канал Trucker in Scandinavia. У меня пересохло в горле, поэтому поставьте обязательно лайк этому видео. Все, всем спасибо, пока-пока.